Всем привет, с вами я Лариса, вы на канале Короткие Таро-расклады. И сегодня, как обычно, карта дня, первый, второй, третий, четвертый, пятый вариант. Пользуемся мы сегодня колодой «Золотой расцвет». И пока я занимаюсь этой колодой, хочу поблагодарить всех, кто смотрит меня, кто подписывается на мой канал, делится моими видео со своими друзьями и, конечно же, всех тех, кто оставляет мне свои комментарии. Огромное вам всем за это спасибо. Итак, концентрируйтесь каждый на своем варианте. И, конечно же, вы можете посмотреть один, все, несколько, как вам будет угодно. И начинаем мы с варианта номер 1, 2, 3, 4 и 5. Так, я надеюсь, что всем хорошо видно. И первый вариант получает карту «Восьмерка кубков». Но что сказать по «Восьмерке кубков»? Если как карта дня, то она только говорит о том, что в какое-то время дня вас посетит, может быть, чувство какой-то неудовлетворенности. И неважно кем-то или чем-то, то есть вы поймете, что что-то вас не удовлетворяет, чего-то вам не додают или чего-то вам не докладывают. Но на самом деле это все у вас в голове, все проблемы существуют и все в порядке. Но по этой карте люди обычно решают переосмыслить свою жизнь, может быть, сделать какое-то серьезное движение вперед, может быть, переехать, может быть, поменять работу. А может быть, просто пройдет этот день, и вы решите, что все и так хорошо, и менять ничего не нужно. Совет карты в основном просто оглянитесь вокруг, посмотрите, что у вас есть. Может быть, нужно просто ценить, что у тебя уже есть сейчас, а не гоняться за какими-то мифами, за какими-то желаниями и, конечно же, не смотреть на соседа, потому что, как мы знаем, что на чужом дворе трава всегда зеленее, хотя, может быть, это и совсем не вариант. Поэтому ничего страшного, даже если вас посетили какие-то моменты меланхолии сегодня или недовольства, постарайтесь абстрагироваться и действительно реально посмотреть на свою жизнь. Если нужно что-то менять, вперед смело и меняйте. Если же это просто дневное настроение, навеянное чем-то или кем-то, то постарайтесь просто не обращать на это внимания. Второй вариант получает четверку жезлов. И четверка жезлов, конечно, это обычно карта, которая говорит: посвятите себя сегодня радости, веселью, каким-то делам. В общем, она говорит, даже если вы не понимаете, что у вас все хорошо, она вам напоминает о том, что у вас все хорошо. Эта карта сообщает вам, что ваша жизнь, хотите вы того или нет, похожа на праздник. И потому пользуйтесь дарами этого праздника. Эта карта говорит вам: радуйтесь дружбе, радуйтесь любви, которая присутствует в вашем жизни. Радуйтесь всему, что вы чем вы окружены, радуйтесь вашим домом. То есть в более приземленном варианте карта говорит о том, что вы, в общем-то, имеете все, что вам нужно для жизни. И друзей, и семью, и дом. А если вы считаете, что у вас этого нет или чего-то не хватает, то уже давно было вам нужно приглядеться к окружающим вас людям. И, может быть, вы чего-то не замечаете, или люди, которые все-таки окружают вас, действительно заслуживают как бы второго взгляда. И, может быть, очень скоро кто-то из них перейдет в разряд ваших друзей. Если вы какой-то вопрос задаете себе, то при любом вопросе то, что вам выпала эта карта, она означает, во-первых, положительный ответ, а во-вторых, все-таки стабильность. Но говорит, что если все это у вас есть, и не допускайте до того момента, что вы начнете просто скучать и без движения. Если как только надоело, все одно и то же надоело, кофе, 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 перейдите на чай, другими словами говорит карта, потому что иногда стабильность тоже надоедает. Третий вариант получает
девятку жезлов. И в этой карте это вот такой сильный мужчина, который готов на все. И вообще это в обычной колоде это карта, конечно, бойца, который уже много прошел, которого судьба уже и жизнь побила хорошенечко, но он, тем не менее, стоит и готов продолжать бороться, что очень-то замечательно. Поэтому карта говорит вам, продолжайте, но с другой стороны постарайтесь разобраться, или действительно вам есть с кем воевать сегодня, есть за что воевать сегодня, потому что иногда эта карта означает, что пройдя, ну, другими словами, если ты обжегся на молоке, то дуешь на воду. Поэтому, если жизнь вас потрепала, побила, то вы, скорее всего, находитесь в состоянии такого готовности, боевой готовности, даже если вам абсолютно не с чем бороться. Потому что карта говорит сегодня, может быть, сегодня отпустите оружие и перейдите на какое-то мирное существование. Вам в ближайшее время войны все-таки не предвидится. Даже если вы будете дальше идти по жизни через какие-то трудности, в любом случае это не будет война. Может быть, это будет тяжело, но войны никакой не ожидается. Поэтому будьте готовы, но к чему-то ординарному. Четвертый вариант получает карту шестерка мечей. Ну и здесь, в этой особой колоде, мы видим, что девушка несет на подносе голову врага. То есть это карта выхода из какой-то ситуации. Обычно это в обычной колоде карта обозначается человеком, который едет в лодке, и он уходит переходит из одной ситуации в другую. В этой карте художник пошел дальше, и он говорит, что я не только выйду из этой ситуации, я еще и выйду победителем. Поэтому карта говорит о том, что смело двигайтесь вперед. Да, скорее всего, вы не знаете, что вас ждет впереди, но в этом и прелесть этой карты. То есть, выпадая в раскладе или как карта дня, она как раз-таки обозначает действия. И действия и изменения в лучшую сторону. Карта говорит, что вам по силам и по плечу будет добиться удачи, даже на какой-то неизведанной территории, даже в каком-то новом месте, на новой работе, в новой стране. То есть бояться вам абсолютно нечего, потому что все тяжелые времена уже прошли, и теперь вы на пути к новому, неизведанному и 100% чему-то лучшему. И пятый вариант, как говорится, кто ждет, к тому приходят хорошие новости. Хорошие вещи приходят к тому, кто ждет. Вот пятый вариант, и дождался своей карты, и это десятка кубков. И десятка кубков сразу по карте мы видим, что это праздник, это семья, это дети счастливы, мама счастлива, все довольны. То есть эта карта действительно счастливого дня. То есть сегодня, может быть, вас порадуют дети, может быть, у вас просто будет хорошее настроение, может быть, вы получите какие-то хорошие новости. В любом случае, карта говорит, что сегодня вам самой судьбой даровано счастье. То есть вам не нужно сегодня ничего доказывать, ничего зарабатывать. Вы сегодня будете просто воспринимать все как данность, которая просто есть. Вот сегодня вы довольны тем, что вы утром проснулись, и хорошо, если светит солнце, а если нет, то вы все равно считаете, что жизнь удалась. То есть если выпала эта карта вам как карта дня, это значит, что счастье есть. Даже если вы его не видите, то это, скорее всего, ваша вина. Попробуйте увидеть что-то хорошее в ком-то или в чем-то. Попробуйте просто сегодня порадоваться жизни, потому что у вас есть для этого все возможности. Окей? Вот такие карты предложила нам Вселенная. Это удивительная колода. Я желаю всем фантастического дня и до новых встреч. Пока-пока.